Здравствуйте, друзья! Меня часто спрашивают, что я использую для питания своих серверов умного дома. Ведь одноплатники достаточно прожорливы, и далеко не каждый блок питания подойдет для этих целей. Я пришел к выводу, что использовать источники питания в виде отдельных устройств не очень удобно, потому что, во-первых, одноплатников у меня несколько, а во-вторых, есть много других различных гаджетов, для питания и зарядки которых нужен качественный порт в формате USB. Поэтому для этих целей я выбираю мощное многопортовое устройство, такие как Orica 8A5U, про которые я сегодня и расскажу. Модель Orica 8A5U на 8 евро розеток и 5 USB портов. Рабочее напряжение от 100 до 240 вольт. Максимальная мощность общая 4000 Вт, не более 16 ампер. Нагрузка на порт USB до 2,4 ампера. Общая мощность не более 40 Вт. Длина кабеля 1,5 метра, размер 322 на 100 на 42 мм. Поставляется устройство в картонной коробке с большой фотографией на фронтальной части. Выполнено в фирменной бело-зеленой гамме, основные параметры изображены в виде пиктограмм. Есть схема основных элементов и органов управления. В этой серии устройств имеются еще модели на 4,6 евро розеток, USB портов везде одинаково, 5. В комплекте только сам удлинитель, упакованный в кулечек. Доехало все без приключений в целости и сохранности. Сделано устройство из негорючего и прочного пластика. Со стороны кабеля находится клавиша включения, она же предохранитель, защищающий от перегрузки. Посередине глубокие евро-розетки в формате шука и далее USB блок питания. Порты USB находятся на торце, и надо сказать, что это довольно удобно. Расположены они вертикально, что позволяет подключать кабели с Г-образными разъемами. С другой стороны имеются 4 прорезиненные ножки и специальные пазы, которые позволят повесить устройство на стену, причем как вертикально, так и горизонтально. Тут же продублированы все параметры устройства. Имеется тут и защита от детей, все контакты розеток прикрыты пластиковыми лепестками, чтобы вставить вилку или что-то другое, нужно приложить усилия. Кстати, некачественные вилки с тонкими контактами из-за этого могут самостоятельно выскакивать из розеток. Возле кнопки включения предохранителя находится белый светодиод активности, других индикаторов на кнопке нет. Кабель питания имеет длину 1,5 метра и Г-образную евровилка стандарта Шука с толстыми 16-амперными контактами. Сам кабель толстый, в плотной пластиковой изоляции. Внимание к мелочам присуще качественным брендам, например, тут имеется липучка для удерживания свернутого кабеля. Я использую удлинитель вместе с UPS, поэтому вилку я отрезал, чтобы установить ековский разъем. Кабель Orica слева в сравнении с обычным компьютерным кабелем питания. Все очень качественно и добротно. Для теста USB портов я взял обе свои электронные нагрузки и тестер. Напряжение на холостом ходу около 5,25 вольта. Ставлю нагрузку примерно 2,5 ампера, это выше заявленного. Напряжение держится на уровне почти 5 вольт. Оставляю нагрузку на этой же мощности в порту и ставлю вторую, которую также ставлю на 2,5 ампера. Суммарная мощность уже порядка 25 Вт. Нагрузки довольно объемные, остается еще один свободный порт, в который я подключу свой телефон, который дает еще около 10 Вт. Блок питания тянет все без проблем. Максимум, на что способен один порт, это 2,75 ампера, это почти 14 Вт. Дальше порт отключается. В моем случае устройство отвечает за питание целых 3 одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3B Plus и 4, а также Hada Swim 2 Basic.
Требования каждого из них к блоку питания 2,4 ампера. И хочу сказать, что устройство действительно требовательное и прожорливое. По моим подсчетам, постоянная нагрузка порядка 33-35 Вт. И это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Температура корпуса в районе блока питания всего лишь на пару градусов отличается от комнатной. Одноплатникам питания хватает. На Raspberry установлены специальные программные сенсоры контроля питания, и просадок не было никогда. У Орика получился отличный качественный удлинитель с глубокими евророзетками и 5 USB портами, которые справятся с питанием прожорливых Raspberry Pi 4 и даже не одной, а также пригодятся для заряда любых гаджетов. Правда, функции Quick Charge здесь нет, но каждый порт способен отдавать порядка 2,5 ампер, поэтому с зарядкой проблем никаких не будет. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!